Я не ожидал от этого города ничего особенного. Это город, в который не планируешь влюбиться, но он делает это за тебя сам. Дорогие друзья, сегодня 4-й день моего путешествия по прекрасной Польше. Мы уже успели увидеть ее шумную столицу, Варшаву, с ее старым городом, зелеными парками и современной частью. Побывали в Торуне, уютном старинном городке, где буквально чувствуешь дыхание истории. А также мы заглянули в несколько небольших провинциальных городков, славящихся своими замками и атмосферой Средневековья. Ну а сегодня мы в великолепном, морском и очень атмосферном городе Гданьске. Нас ждет невероятный день и масса впечатлений. Прямо сейчас я стою у Золотых ворот. И свое название эти ворота получили из-за богатого золотого декора на них. И с 17 века эти ворота служат парадным входом в город. И именно через эти ворота мы сегодня войдем в Гданьск, чтобы начать наше знакомство с его красотой, архитектурой и неповторимым морским духом. Итак, друзья, мы начинаем. Утренний Гданьск прекрасен. Город просыпается, кафешки начинают шуршать своими кружками, чашками, и жизнь просыпается в городе. По таким туристическим городам, которые ежедневно посещают сотни туристов, лучше иногда прогуляться с утра. Если есть возможность, если вы заночевали, не поленитесь встать пораньше, чтобы прогуляться по пустынным улочкам Гданьском. Сейчас, как вы видите, народу совершенно ноль. И совсем скоро здесь уже будет, не то чтобы не протолкнуться, но будет достаточно много народу. А сейчас очень замечательное время. В каждом туристическом городе есть улица, которая считается главной. Как правило, она пешеходная, такая улица, и именно по ней ходит большинство туристов. И в Гданьске тоже есть такая улица. Как раз сейчас я иду по ней. Называется она Длуга. Улица Длуга. Длинная. Эта улица ведет на площадь под названием Длуга Тарг, что значит длинный рынок. И эта улица богата всевозможными красивыми каменицами, домами. И знаете, что интересно, что люди вот идут куда-то, спешат, фотографируют каких-то голубей, воробьев, цветочки на ресторанах. И между тем совершенно не поднимают свою голову. Но если все-таки это сделать и устремить свой взор на фасады домов, то можно увидеть очень много чего интересного. Ну, помимо красивых фасадов, да, видно много рельефов, много изображений. И вот интересно, что на вершинах вот этих вот треугольных крыш, когда заканчивается фасад вверху, часто тоже какие-то фигурки установлены, на которые меньше всего вообще обращают внимание. А ведь представьте, как много усилий было приложено скульпторами, чтобы их сделать. Улица Длуга – это не просто городская улица, это каменная книга, где каждый фасад – страница. Если внимательно присмотреться, узоры начинают говорить. С их помощью город рассказывает о себе без слов. И смотрите, какая шикарная, красивая, изящно декорированная дверь сзади меня. И эта дверь ведет в дом, так называемый дом Упхагена. Этот дом был построен в 17 веке, в середине 17 века, зажиточным купцом по имени Ян Упхаген. Это был польский купец немецкого происхождения. Дом построен в стиле польского классицизма, и вот эти все узоры – это как раз характерные черты этого архитектурного стиля. Ну а сегодня в доме Упхагена расположен музей жителей города Гданьска. Но есть здесь и более выдающееся здание. Я как раз сейчас прохожу мимо Гданьской ратуши. Очень красивое сооружение. Посмотрите. И вот перед нами главная площадь Гданьска. Выхожу на площадь Длуга Тарг, на длинный рынок, длинную площадь. И первое, что я вижу, это фонтан Нептуна. Или Нептуна, как вам больше нравится. Перед нами одна из главных достопримечательностей города Гданьск. Фонтан Нептуна. Этот фонтан был установлен здесь в первой половине 17 века, и с тех пор Нептун, древнее мифическое божество, стал символом и визитной карточкой Гданьска. Площадь Длинный рынок в Гданьске – это самый настоящий музей под открытым небом.
Рисунки, рельефы и декоративные элементы на фасадах здесь особенно яркие и привлекательные. Они рассказывают об истории, жизни и культуре как города, так и всей страны. Эти рисунки не повторяются, но вместе формируют характер места, где каждая деталь говорит о вкусе и достатке. Знаете, что для меня является главной туристической приманкой в Гданьске? Пойдемте, я покажу. Чтобы увидеть главный символ Гданьска, необходимо выйти к реке Молтава. Молтава в прошлом была главной торговой артерией города, сделавшей Гданьск очень богатым населенным пунктом. Здесь, как нигде, чувствуется потрясающий морской колорит этого красивого портового города. На обеих берегах реки стоят здания, некоторые из которых выделяются особенно выдающейся архитектурой. Вот, к примеру, Зеленые ворота. Их фасад когда-то имел зеленоватый оттенок, откуда и такое название. Архитектурным стилем Зеленых ворот является голландский маньеризм. Мост, ведущий от ворот на другой берег реки, тоже получил имя Зеленый мост. С него уже виднеется главный объект Гданьска. Вон он, смотрите. Дальше путь пролегал по уникальной дорожке из дерева. Я иду по променаду, по деревянной пристани Гданьска, и эта пристань деревянная, рукотворная, и является самой длинной такой водной пристанью во всей Европе. Ее длина более полукилометра. И вот я уже приблизился к заветной цели. А вот и он, знаменитый портовый кран Гданьска. Это настоящая душа старого города. Это не просто старинное красивое сооружение, а один из древних подъемных механизмов в Европе, говорящий о могуществе и богатстве этого славного города во времена Ганзейского союза. И это не просто красивое старинное сооружение, а один из самых древних подъемных механизмов в Европе. Он служил двум целям, этот кран. Он поднимал тяжелые грузы до 4 тонн, представьте, и одновременно был городскими воротами, через которые можно было пройти в порт. И самое впечатляющее – это то, как он работал. Внутри здания стояли огромные такие деревянные колеса, и в них вот буквально шли рабочие и приводили механизм движения. Прогулка по Гданьской набережной превращается в путешествие сквозь эпохи, от торговых помещений и средневековых складов до современных построек. Здесь старинная архитектура спокойно соседствует с 21 веком, а променад вдоль реки постоянно подбрасывает неожиданные мелочи. А это, друзья, потрясающее, великолепное здание, которое нельзя пропустить – Арсенал. Место, где изготавливали военную технику в свое время, пушки, всевозможные чинили корабли, запчасти для кораблей. Это было уникальное место. Гданьский арсенал выполнен в стиле Возрождения, Ренессанса, помпезное, красивейшее здание и даже не похоже на большинство зданий Гданьска. Почему? Потому что это больше голландская архитектура, и именно из Голландии были привезены кирпичи, из которых сооружено было это здание. Посмотрите, какая на нем лепнина, какие узоры, какие окна, какой цвет здания. Ну, по-моему, все отражает великолепие и такую в хорошем смысле слова помпезность. Гуляя по городу, я решил немного свернуть с привычных туристических улочек и заглянуть в те тихие уголки старого Гданьска, куда редко заходят путешественники. Здесь все выглядит безумно колоритным, тем более сейчас, в конце октября, когда дома и дворики смотрятся по-особенному романтично. По улице не спеша идет женщина, которая наслаждается архитектурой старинных фасадов, а вокруг каменные детали, фигурки и маленькие декоративные элементы, которые создают уютную атмосферу. Прогулка по закуткам старого города открыла для меня совсем другой Гданьск. Тихий, размеренный и невероятно атмосферный. И, конечно же, больше всего в этом городе впечатляет его пестрая архитектура. Каждое здание тут будто сошло с яркой открытки. В 19 столетии даже железнодорожные вокзалы в Европе строили с таким пафосом. Сзади меня как раз вы видите железнодорожный вокзал города Гданьск. Видите, это потрясающее ренессансное сооружение, которое поражает своим величием, особенно вот эта вот башенка, напоминающая Биг Бен, вот эта вот архитектура, похожа на Арсенал, который мы недавно видели. Рядом с вокзалом находится памятник детям с чемоданами. Отсюда отправляли сотни еврейских детей в Англию, спасая их таким образом от нацистских преследований. Когда началась Вторая мировая война, Гданьск оказался в эпицентре первых боев. Как и в Варшаве, старые кварталы и исторические здания Гданьска были разрушены или сгорели. Только спустя десятилетия город смог вернуть свой прежний облик и былую атмосферу.
Несмотря на богатую историю и прекрасно восстановленный старый город, Гданьск пока не входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был лишь включен в предварительный список, поскольку требования к уникальности и подлинности объектов очень высокие. Однако красота Гданьска все равно привлекает сюда тысячи туристов со всего света. Я очень рад, что приехал в Польшу осенью, потому что осень очень идет Польше в целом и в частности Гданьску. Вот эти осенние краски, желто-красно-оранжевые, они добавляют вот эту атмосферу, эту меланхоличность этой стране, которая ей очень идет, потому что страна, конечно, хоть и шумная, хоть и веселая, поляки очень умеют веселиться, но при этом огромный груз вот этой тяжелейшей исторической составляющей. Восстания, войны, концлагеря, преследование евреев, коммунистический блок, который до 90-х годов примерно здесь был. И вот это все, конечно, отражается на этой стране, но вот в этом-то ее собственная уникальность. И Польша, как и вся восточная часть Европы, она не настолько кажется привлекательной. Но лично мое мнение, что Польша уникальна. Уникально, потому что здесь именно есть своя неповторимая атмосфера, вроде как бы Европа. Но вот это вот какая-то вот уникальность вот в поляках, в стране, ни с чем ее не сравнить. И вот это то, что граничит современность, такие современные всевозможные здания, районы, музеи и старина, и природа. Кстати, в Польше великолепнейшая природа. Я по пути из электричек и просто где-то проходя видел много природных зон, парков, лесов, полей. И, безусловно, это очень красиво, атмосферно. Сейчас я стою как раз на Замковой горе, так называемой. Гора эта имеет такой заметный ориентир, огромный крест. И глядя снизу на этот холм, вспомнилась песня Наутилуса Помпилиуса и Вячеслава Бутусова «Прогулки по воде». Вернее, припев этой песни, кто знает, тот поймет, о чем я говорю. А какая в Польше архитектура? Вы обратили внимание? Да, много средневековья, много вот этой готики, много ренессанса. И коммунистический советский период отложил отпечаток, и очень много пятиэтажных, девятиэтажных домов, которые не отличишь от, например, от Прибалтики. Ну, в этом есть тоже своя какая-то фишка. Знаете, я часто города сравниваю с людьми. Люди бывают яркие, бывают такие модные. Я с большим уважением отношусь и к таким слоям населения. Но есть люди, в которых скромность сочетается с некой внутренним богатством вот этой души. Возможно, эти люди прожили какую-то не очень легкую, простую жизнь. И, как правило, именно такие люди, да, их внутренний мир хоть и покалечен местами, но он богат и интересен. И вот Польша именно такая подобная страна, и, наверное, может быть, даже самая яркая в Европе, потому что она большая и столько всего в ней переплетено. И в ней как раз есть именно это. Трагизм и радость, величие и упадки, высокая архитектура и простая, так скажем, совдеповская. Но все это очень здорово и интересно. Я люблю Польшу, и я очень рад, что я здесь побывал. Но впереди у нас еще вечер в Гданьске. Это тоже весьма и весьма романтично и красиво. Спустившись с холма, я наткнулся на одно весьма любопытное место. Я подошел к кладбищу с весьма поэтичным названием «Кладбище потерянных или утерянных кладбищ». Пройдем за ворота и посмотрим. А дело все в том, что во время Второй мировой войны фашистские захватчики разгромили кучу кладбищ на территории Польши, Гданьска. И вот поляки решили восстановить имена тех, кто таким образом, чьи могилы были утеряны, уничтожены. И сделали такое кладбище, где многоконфессиональные могилы, люди были как бы перезахоронены, но на самом деле там внизу никакие трупы не лежат, просто такие символичные надгробия, кое-где какие-то надписи. Весьма необычная достопримечательность в 2 шагах от железнодорожного вокзала. Солнце стремительно садится за горизонт, а я все еще отыскиваю скрытые жемчужины Гданьска. Возможно, кто-то из вас знает, что я очень-очень люблю итальянский город Венеция. Знаменитейший город на воде. Но кто мог подумать, что в Гданьске тоже есть своя Венеция? Вот эти вот каналы узенькие, они, конечно, такие, рядом с ними парковая зона, дворы, стоят многоэтажки, какие-то исписанные граффити здания, ну и также еще промышленные какие-то постройки, какие-то офисы. Короче говоря, в Гданьске есть своя Венеция, и прогулка вдоль этих каналов, она придает романтики.
я направляюсь к старому городу. Вечерний старый Гданьск встречает меня прохладой и мягким светом. День ушел, и остались только плеск воды, огни уличных фонарей и легкий шум города. Я иду вдоль реки Молдавы и наслаждаюсь атмосферой чудесного вечера. Старые торговые здания стоят вдоль набережной, как ее бессменная стража. Гданьский кран среди них выделяется особенно. Массивный, черный, он как будто знает все легенды и тайны этого сказочного города. По Гданьску хочется просто идти без цели, слушать звуки улицы и думать о чем-то приятном. И в какой-то момент понимаешь, что именно за это и ценятся такие города, за то, что они дают возможность поразмышлять. С набережных доносятся ароматы вкусной еды, играет музыка, работают кафе, официанты гремят подносами, а посетители кушают и общаются друг с другом. Таким романтичным и атмосферным я и постараюсь запомнить этот прекрасный польский город. Но у меня есть время и возможность заскочить еще в один городок поблизости. Я сажусь в трамвай. За окном мелькают пустынные улицы, кусты, огни витрин и редкие прохожие. Трамвайный вагон увозит меня в сторону Сопота, популярного курортного городка на морском побережье. Я нахожусь в городе Сопот, знаменитом курортном городе Сопот на берегах Балтийского моря, и позади меня мы видим Кривой дом. Кривой дом – это одна из главных достопримечательностей города Сопот, появившаяся относительно недавно. Ну а вообще Сопот многим советским гражданам, так скажем, известен тем, что здесь в 80-е годы с концертом, вернее, в рамках фестиваля выступала Алла Борисовна Пугачева. И она исполнила песню «Все могут короли», с которой, собственно, и победила на этом аналоге европейского Евровидения. Поэтому этот город славится этим событием, славится променадом, на котором как раз этот дом расположен, фонтанами и морем, пляжем. Огромный длинный пляж здесь расположен. Ну, конечно, сейчас осень, конец октября, преддверие Хэллоуина. И, конечно, везде эти чертики висят и какие-то черепа, тыквы. В любом случае, Сопот – это такой курортный праздничный город. И вот это вот променад, эта аллея, она, конечно, располагает к прогулкам. На моем канале вы можете также смотреть и другие мои путешествия. И я надеюсь, что вам они нравятся. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. Я вам очень-очень-очень благодарен. Спасибо вам, дорогие друзья. Лето, солнце и теплое Балтийское море. Обычно именно за этим приезжают в Сопот. Я же попал сюда осенью, поздним вечером. На улице было холодно и ветрено, а море растворилось в темноте. Но это не помешало мне дойти до пляжа и даже выйти на знаменитый Сопотский пирс, самый длинный деревянный пирс в Европе. Здесь я заканчиваю свое 4-дневное путешествие по чудесной, изумительной Польше. Но меня утром ждет аэропорт Гданьска, из которого я полечу домой в город Турку. Пару слов хочу сказать о гостинице, в которой я остановился в Гданьске. Она называется «За мурами», а по-русски «За стенами». Находится эта гостиница в старом городе, недалеко от улицы Длуга. Персонал здесь очень дружелюбный, а номер небольшой, но уютный, с красивым видом из окна. Туалет рядышком. В гостинице есть отличная кухня со всем необходимым, и отель оставил у меня очень хорошие впечатления. Вы знаете такое выражение «селедки в бочке»? Именно так выглядел мой утренний автобус до аэропорта. Я доехал до Гданьского аэропорта. Это довольно современный и удобный аэропорт. А вот и мой самолет. Я так люблю этот момент перед взлетом. Скоро мы уже окажемся над облаками, там, где всегда светит солнце.
Если бы меня приземлили в неизвестном городе, я бы не знал бы, что это за город, я бы подумал, что я в Лондоне. Посмотрите, какой туман. Но прикольно. Как же прекрасно оказаться в таком тихом и спокойном городке, который украшает такая же осень, как и в Польше. Дорогие друзья, мы в финском городе Турку, старой столице Финляндии, в городе, в котором я провел 9-ю часть своей жизни. Путешествие было прекрасным, и Польша была прекрасной. И Турку служит прекрасной финальной точкой в этом путешествии. И я очень надеюсь, что смогу в будущем порадовать вас еще многими такими незабываемыми поездками. Именно благодаря вам могут состояться будущие мои путешествия. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, это сделать очень-очень нетрудно. Достаточно внизу один раз кликнуть. И если у вас есть возможность кликнуть на значок «Спасибо», то я буду тоже благодарен. Именно благодаря таким кликам и вашим просмотрам, дорогие друзья, такие путешествия и могут состояться. Ну и здесь мы ставим финальную точку этого путешествия. И до новых встреч, и до новых приключений. Пока!